Всем привет! Вы на канале Golden Gates детского фонда Rotary. Меня зовут Алексей, я офицер фонда, занимаюсь компьютерной графикой, анимацией и видеомонтажом. И сегодня мы начинаем серию видео, в которых хотим подробнее рассказать вам об уникальном проекте нашего фонда. Международной молодежной программе культурного обмена Golden Gates. Кстати, данная серия видео является совместным проектом Ротаракт-клуба Днепр-Сити Радость и детского фонда Rotary. 2 года назад, неожиданно для себя, я сам впервые стал участником этой программы. Проехав 6000 километров по территории США, представляя культуру нашей страны в 13 штатах Америки, мы с ребятами познакомились с самой большой в мире благотворительной организацией Rotary International, членами которой, кстати, были и являются такие известные люди, как Уинстон Черчилль, изобретатель Томас Эдисон, великий Уолт Дисней, 5 президентов США, среди которых Франклин Рузвельт и Джон Кеннеди, первый человек на Луне Нил Армстронг, Маргарет Тэтчер, создатель KFC полковник Сандерс, канцлер Германии Ангела Меркель и даже сам Билл Гейтс. А также мы узнали, что у Rotary есть даже молодежное движение Ротаракт. Второй раз я принимал участие в программе Golden Gates, уже являясь чартерным президентом Ротаракт-клуба Днепр-Сити Радость, а также офицером детского фонда Rotary. Я понимаю, что я, возможно, кого-то нагрузил, но давайте теперь разберемся, в чем же суть и уникальность этой программы. Программа Golden Gates существует уже 18-й год, и за это время в ней приняло участие уже очень много людей, а количество зрителей, аплодировавших концертам этой программы, вообще трудно сосчитать. И кто же лучше расскажет о ней, чем создатель, главный координатор программы и вице-президент детского фонда Rotary Виталий Безроднов. Это программа, которая предоставляет возможность молодым, талантливым людям разных стран представлять американскому зрителю культуру, традиции, историю своей страны при помощи танцевального, вокального и инструментального искусства. Ознакомиться с культурой, историей и традициями США, участвуя в тщательно подготовленных культурно-образовательных поездках. Приобрести новых друзей, создавая культурные и дружественные связи, полные взаимопонимания и уважения. Название программы не имеет никакого отношения ни к мосту «Золотые ворота» в Сан-Франциско, ни к «Золотым воротам» Киева. Одним из первых участников программы были молодые, талантливые исполнители российского коллектива «Золотые ворота» из города Санкт-Петербург. В смысл их названия было вложено понятие «Золотые ворота человеческой души». Главная идея нашей программы также предполагала искреннее душевное общение, взаимное уважение, доверие и дружбу. Поэтому образ распахнутых навстречу друг другу золотых ворот человеческих душ очень всем понравился. И мы решили оставить его в качестве названия нашей программы, только в английской версии Golden Gates. За время существования программы в ней приняли участие более 40 групп из более 2 десятков коллективов из разных стран. Некоторые коллективы принимали участие в программе и по нескольку раз, настолько им это понравилось. Молодые талантливые ребята из России, Грузии, Казахстана, Армении, Украины, Литвы представляли культуру своих стран во всех штатах Америки. А 2 года назад впервые в программе представлял Украину мой родной коллектив – народный ансамбль танца «Радость» из города Днепр. Это один из старейших самодеятельных танцевальных коллективов Украины. В прошлом 2019 году ему исполнилось 70 лет. Я повидал много различных мероприятий, фестивалей, поездок, побывал в различных странах и познакомился с очень многими организаторами различных мероприятий. Но чтобы существовала такая программа, которая дает такие возможности и такие перспективы, я не слышал нигде и никогда. Изучив все, что только есть на YouTube, в интернете, везде, что же такое Golden Gate, я понял, что программа на самом деле существует. Я понял, что она на самом деле работает и что до нас в ней поучаствовали уже очень много людей. Все они получили колоссальные впечатления, все они получили колоссальный артистический опыт и все они довольны участием в программе. Ну а приняв участие в программе, я настолько загорелся
ее идеями, мне так захотелось, чтобы эта программа жила, развивалась, и чтобы кроме нас в ней участвовали еще десятки, сотни, тысячи молодых, талантливых людей, чтобы они могли ощутить все то, что ощутили мы. Я захотел помогать программе. И вот, спустя 3 года, я являюсь одним из офицеров детского фонда Rotary и региональным представителем программы Golden Gates в Украине. Культурно-образовательные поездки проходят несколько раз в год и длятся от 2 до 5 недель с посещением музеев, национальных парков, уникальных исторических и природных достопримечательностей по пути исследований. Во время таких поездок участники получают возможность познакомиться и подружиться с американскими сверстниками и их семьями. Погружаясь таким образом в американскую среду, участники программы видят США изнутри, по-настоящему. И за один тур они успевают посмотреть и узнать столько всего, сколько сами простые американцы не видят за всю свою жизнь. Проводя презентации и уроки культуры в различных учебных заведениях, участники программы предстают перед американским зрителем в роли культурных послов своей страны. Демонстрируя свои танцы, музыку, песни, народные костюмы и музыкальные инструменты, они также рассказывают и знакомят зрителей с историей, обычаями и особенностями своего народа. Зачастую, именно благодаря таким выступлениям, многие американские зрители впервые для себя получали впечатление о культуре этих стран. Каждая группа участников за одну поездку знакомит с культурой своей страны до 50 тысяч зрителей. За все время более 1 миллиона американцев имели возможность посетить выступление и ознакомиться с программой в формате живого общения. Встречи и общение такого рода часто ломает неверные стереотипы, взаимно сформированные еще со времен Холодной войны. We know our histories, our respective histories, and over the years there have been many conflicts and understandings, misunderstandings, and this continues as the world gets closer and tighter. It's important for us to understand each other, to understand each other's cultures, to understand each other's histories and current desires. Perhaps to avoid some of these conflicts and respect each other's cultures, respect each other's languages and histories. We're a universal people. We're all humans. We all experience the same kinds of joy and happiness and problems. We typically only know what you hear about other governments, and really a government is not the people of that country. And with other countries and some involvement from their culture and their history and heritage coming through the arts, coming through their dance and their music, it's a wonderful way to interact and know them on a more human level. Excitement, enthusiasm, music, that's universal. It not only gives us an opportunity to understand the background that created our lives, but also help those people that are living in other countries understand what the culture and what life is like here in the United States as well. Более 60% аудитории нашей программы составляют студенты общеобразовательных школ, колледжей и университетов. Накануне посещения выступлений они заранее изучают информацию о стране, которая будет представлена, а во время концертов получают живое подтверждение изученного. О пользе и эффективности подобного образовательного аспекта программы положительно отзываются все преподаватели этих учебных заведений. Hi, my name is Jerry Martin. I am the Regional Director of Regional Campuses Global Programs at Miami University Regionals. This international cultural exchange is just so important. It's just a great opportunity to build global relationships, and we're just so thankful that we had this opportunity, and we welcome you and your students at any time in the future. We've enjoyed the children coming, young people coming. It's been very mutually helpful as we broaden our education program. Appreciation of people from other cultures. За 18 лет путешествий по Америке был исчерпан ресурс нескольких автобусов, на которых передвигались участники программы. В среднем каждая группа путешествует по 15 штатам, проезжая за одну поездку порой намного более 10 тысяч километров. И вот, наконец, совсем недавно
Благодаря друзьям и настоящим поклонникам нашей программы у нее появился долгожданный, новый, комфортабельный автобус. Благодаря компании Mercedes-Benz он получил специальную, многолетнюю, расширенную гарантию и уже ждет новых культурных посланников, чтобы помочь им донести культуру своих стран благодарному зрителю по всей Америке. О тех местах, которые посещают участники программы, можно говорить очень долго. Столица страны – город Вашингтон, Д.С., со множеством уникальных музеев, памятников и других достопримечательностей. Город небоскребов – Нью-Йорк. Ниагарский водопад, плотина Гувера, долина гигантских кактусов Аризоны, незабываемый Лас-Вегас, легендарный Голливуд, волшебный мир Диснея, Великий каньон, различные национальные парки и музеи по всей Америке и многие другие интересные места и достопримечательности. Но что говорить, это самые интересные, знаковые, исторические достопримечательности Соединенных Штатов. Это то, что мы видим только на картинке, только в интернете, только в телевизоре и всю жизнь мечтаем это увидеть вживую. Также, поскольку программа является проектом детского фонда Rotary, участники программы выступают и знакомят со своей культурой членов различных Rotary-клубов по всей стране. Не хочу, чтобы у вас создалось впечатление, что это простой развлекательный туристический тур. Это большая творческая работа и уникальный жизненный опыт, который окажет влияние на всю вашу жизнь. В поездках бывают разные ситуации. Это не только приятные встречи и незабываемые впечатления. Случались и стрессовые ситуации с поломкой транспорта, болезней и прочие непредвиденные обстоятельства. Всегда из всех трудностей находится выход. А все, что случается, только способствует сплочению группы как единого коллектива и совершенствованию каждого как личности. А чтобы еще лучше понять атмосферу и дух программы, на нее нужно взглянуть изнутри, глазами ее участников. We are grateful for the ability to be here and represent our Lithuanian culture to United States citizens. It was amazing to be here. Thank you. Thank you. У нас очень яркая программа, потому что мы выступаем во многих колледжах, в школах, учебных заведениях. И большой плюс этой программы в том, что мы не только дарим свою культуру, но и очень много сами познаем. Моя мечта осуществилась, я счастлива, я смотрю на Нью-Йорк, я смотрю на статус свободы, и я ощущаю себя по-настоящему живой. Супер! Я люблю еду, концерты и проект Golden Gates. Я впечатлен. Мы проехали много штатов от зимы до жаркого солнца. Поездки довольны. Культурный обед на высшем уровне. We are here in Niagara Falls. We are here for the first time, and we are so grateful to be here. This place is absolutely stunning. We absolutely love it. Мы с вами находимся на Ниагарском водопаде. Кто бы мог только подумать, что мы окажемся здесь. Это просто нереально. Мечты сбываются. И это маленький шок, наверное, такой. Красиво! Мы не верим, просто не верим, что вы здесь. Это просто, да, это невероятно. Это просто бомба, это просто супер. Посмотрите на этот вид. Мы под огромным впечатлением от увиденного. Просто невероятно. Спасибо за возможность здесь побывать. Очень круто, путешествуйте вместе с нами. Ребят, где мы находимся? В Флориде! А какая программа помогла нам сюда приехать? Golden Gates! Первое впечатление это было так. Радость на океане! Мечты сбываются. И надо верить в мечты, правильно? Да. And this is how we feel after finishing our exciting tour around all the America. And guys, Если у вас когда-нибудь будет шанс поучаствовать в программе Golden Gates, не упустите его. Не упустите его ни за что, потому что такого шанса в жизни у вас больше не будет. Поверьте мне.
Изначально одной из главных задач программы было дать возможность участникам не только путешествовать, а также, представляя культуру своей страны, оказать посильную помощь другим нуждающимся детям. За эти годы проект дал возможность перечислить на различные благотворительные цели более $100 000. Это была помощь бездомным, нуждающимся детям, у которых нет возможности участвовать в такого рода программах. Мы благодарны организациям и компаниям, почитателям и друзьям программы за всестороннюю помощь и спонсорскую поддержку. В их число входят такие уважаемые организации, как Rotary Foundation, сеть супермаркетов Walmart, компания Mercedes-Benz, Miami University Regionals и многие другие. А главное, простые американцы, которые открывают для участников программы не только двери своих домов, но и золотые врата своих душ, демонстрируя искреннее радушие и гостеприимство. В планах развития программы не только представление культур разных стран на территории США, но и проекты обратного обмена, в которых американские творческие коллективы смогут также представлять свою культуру в других странах. Один из проектов, над которым мы работаем в данный момент, это международный фестиваль дружбы между коллективами, которые в разные годы участвовали в программе Golden Gates. Итак, друзья, мы приглашаем вас стать виртуальными участниками нашей программы культурного обмена, побывать вместе с нами в незабываемых местах Соединенных Штатов и увидеть Америку изнутри, по-настоящему. А поскольку делать это мы будем с ансамблем танца «Радость», в следующем видео мы познакомимся с ним поближе. Ну а если вы не виртуально, а в действительности подключитесь к нашей программе и станете ее участником, то мы будем еще больше рады. Мы хотим, чтобы уникальность культуры вашей страны была представлена в нашей программе. Мы верим в то, что со временем в программе будут представлены культуры народов разных уголков нашей планеты. Ведь это даст возможность людям с разных континентов лучше узнать и понять друг друга, общаться, дружить, укреплять мир, делать нашу жизнь ярче, богаче и интереснее. Ведь это значит, что будут строиться и укрепляться новые культурные мосты между простыми людьми разных стран. И это будет воплощать в жизнь девиз «Ротари соединяет мир». Участвуйте в нашей программе. Станьте культурными послами своей страны. Присылайте нам свои заявки, и мы с удовольствием рассмотрим ваше участие в программе. В художественный совет программы входят специалисты в области хореографии, музыки, культуры из разных стран. В случае положительного решения художественного совета и руководства нашего фонда специально для вас будет подготовлена уникальная программа поездки, в которой вы достойно представите культуру вашей страны и получите массу незабываемых впечатлений на всю жизнь. Подписывайтесь на наш канал Golden Gates RCF и смотрите другие видео на нем, ведь все они так или иначе рассказывают о нашей программе. Обязательно включайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие серии и не потеряться в нашем путешествии, ведь оно только начинается. Скоро увидимся, до новых встреч, пока!